Сотрудники службы безопасности аэропорта Лос-Анджелеса сопровождали девушку по трапу. Но она шла спокойно, будто знала, что ситуация развернется именно так. Ветер шевелил ее серое худи, солнечные блики скользили по фюзеляжу Boeing 787. А у двери самолета бортпроводник, уверенный в своей правоте, уже предвкушал, как похвалит себя за правильное решение. Пассажиры наблюдали за происходящим, кто-то с жалостью, кто-то с раздражением. Никто не предполагал, что через несколько секунд все перевернется. У подножия трапа стоял высокий мужчина в дорогом костюме. Лоренцо Карвальо, операционный директор международной авиакомпании Kivista Airlines. Он просматривал графики вылетов на планшете, раздавал указания технической бригаде, пока взгляд случайно не поднялся на девушку. Лоренцо замер, будто увидел призрака. «Мисс Рамирес, почему вы не на борту?» Сотрудники безопасности сразу отступили, не понимая, что происходит. Один нерешительно произнес: «Нам приказали вывести эту пассажирку». Бортпроводник появился в дверном проеме, пытаясь объясниться. Но Лоренцо резко повернулся к нему. Лицо его стало холодным, почти стальным. «Что вы натворили?» Люди в салоне услышали его голос через открытую дверь. Те, кто пару минут назад смотрел на девушку свысока, опустили глаза. Она подняла руку, будто стараясь смягчить ситуацию. «Все в порядке, Лоренцо. Они просто не проверили мой билет». Бортпроводник мямлил, оправдываясь. «Простите, вы были одеты не как пассажир первого класса». Лоренцо посмотрел на него так, что воздух вокруг будто стал холоднее. «Это София Рамирес, владелица Kivista Airlines, человек, благодаря которому вы вообще получаете зарплату. И вы выгнали ее из ее же самолета». Салон резко стих. Пассажиры, пораженные, смотрели на девушку в обычном худи, ту, что они минуту назад приняли за никого. К ней подошла женщина в дорогих украшениях и тихо спросила: «Почему вы ничего не сказали?» София мягко улыбнулась. «Потому что если человек судит по одежде, он все равно не прочтет, что написано в билете». Эти слова прозвучали тише шепота, но сильнее любой пощечины. Лоренцо сделал шаг в сторону, уступая ей путь. «Мисс Рамирес, пожалуйста, возвращайтесь в салон. Если потребуется, я заменю весь экипаж». София покачала головой. «Нет, просто пусть он извинится. Не передо мной, перед всеми пассажирами, которые видели, как он со мной обращался». Бортпроводник, побледнев, едва выговорил: «Простите, я ошибся». «Ошибаться не страшно», — сказала София. «Страшно не хотеть видеть истину». Она поднялась в салон, и теперь сотни глаз смотрели на нее иначе, с уважением, даже с восхищением. А бортпроводник остался стоять у двери, сдавленный осознанием. Его карьеру спасла только одна вещь — то, что владелица авиакомпании умеет прощать.